Канал Валерия Табакова представляет «Правда за завесой» Ирина Фарион, коррупция и закон 12414. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня я хочу поговорить с вами, что действительно волнует каждого украинца. Каждого, кто следит за судьбой нашей страны. Это будет не просто разговор, а глубокое погружение в события, которые изменили Украину в последний год. Мы разберем, что произошло после трагической смерти Ирины Фарион, как ее риторика влияла на общество и почему ее уход обнажил неприглядную правду о власти и коррупции. Будет долгий, но важный разговор. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали. 20 июля 2024 года Украина потеряла Ирину Фарион, человека, которого одни называли рупором украинского национализма, а другие символом разделения общества. Год спустя, 20 июля 2025 года, мы отмечали годовщину ее смерти. Интересно, что эта дата совпадает с днем памяти пророка Илии, фигуры, которая в христианской традиции символизирует правду и борьбу с несправедливостью. И это совпадение заставляет задуматься, какую правду нам открыла смерть Ирины Фарион. Какую роль она играла в украинском обществе и почему год спустя мы видим, что ее деятельность была не тем, чем казалось на первый взгляд. Ирина Фарион была яркой фигурой, она позиционировала себя как защитница украинского языка, украинской идентичности, борец за народ и против коррупции. Ее риторика была громкой, эмоциональной, часто провокационной. Она говорила о мове, о национальной гордости, о борьбе с властью, которая, по ее словам, предавала интересы народа. Многие видели в ней символ сопротивления, человека, который не боится говорить правду. И когда 20 июля 2024 года ее жизнь оборвалась, появилась версия, что ее убили именно за эту борьбу. За народ, за мову, за правду. Но, друзья, давайте посмотрим на это с высоты прошедшего года. Давайте разберемся, что на самом деле стояло за ее словами и действиями. Я как юрист привык смотреть на факты, а не на эмоции. И факты говорят следующее. Риторика Ирины Фарион, которую многие воспринимали как борьбу за народ, на деле служила совсем другим целям. Ее лингвистический национализм, который я называю лингвофашизмом, был не просто защита языка. Это был инструмент. Инструмент, который отвлекал внимание украинского народа от реальных проблем. Каких?
от тотальной коррупции, которая разъедала нашу страну изнутри. И знаете, что самое интересное? Эта коррупция процветала именно под прикрытием громких лозунгов о мове, о нации, о своих и чужих. Давайте разберемся, зачем власти нужен был такой человек, как Ирина Фарион. Ее риторика создавала дымовую завесу, пока народ спорил о том, кто говорит на правильном языке, кто свой, а кто чужой. Во властных кабинетах процветала коррупция. Огромные деньги утекали в карманы тех, кто был у власти. И никто не задавался вопросом, а что происходит за этой завесой. Фарион, сама того, возможно, не осознавая, хотя это было бы странно, стала удобным инструментом. Ее речи направляли народный гнев не на коррупцию, не на воровство. Кто более украинец, коррупционеры продолжали набивать свои карманы. Но вот Ирина Фарион погибла. И что произошло? Завеса упала. Риторика лингвофашизма, которая годами отвлекала нас от реальных проблем, исчезла. И что мы увидели? Мы увидели коррупцию в ее самом неприглядном виде. Тотальную, всепроникающую, циничную. И самое главное, мы увидели, как власть, лишившись этого отвлекающего маневра, пошла на отчаянные меры, чтобы сохранить свою систему. И вот здесь мы подходим к ключевому событию, которое перевернуло все с головы на ноги. 27 июля 2025 года, ровно год после смерти Фарион, Верховная Рада принимает закон номер 12414. Этот закон, друзья, стал настоящим ударом по антикоррупционной системе Украины. И что он сделал? Он лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированную антикоррупционную прокуратуру САП, подчинив их офису генерального прокурора. А кто контролирует генпрокурора? Правильно, президент Украины. И служба безопасности Украины СБУ тоже подчиняется президенту. Таким образом, вся антикоррупционная система, которая с таким трудом создавалась после Евродана, была уничтожена одним росчерком пера. Давайте вспомним, за что стоял Евромайдан. За достоинство, за свободу, за борьбу с коррупцией. Независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП были созданы как результат этой борьбы. Они были условием сближения Украины с Европейским Союзом. И что мы видим? Президент Украины, не задумываясь, подписывает закон, который уничтожает эти органы. Он даже не попытался его ветировать. Это вызвало бурю возмущения и в обществе,
и среди наших международных партнеров. Еврокомиссия, страны G7, все они выразили протест. Почему? Потому что это шаг назад, к временам Януковича, к временам тотальной коррупции. Народ Украины тоже не остался в стороне. Люди вышли на улицы, потому что они увидели правду. Без завесы Фарион, без отвлекающих маневров стало очевидно, коррупция не просто существует, она управляет страной. Президент, офис генпрокурора, СБУ, все они оказались замешаны в этой системе. И народ сказал: хватит. Требование отменить закон 12414 стало символом нового этапа борьбы за справедливость. Теперь давайте вернемся к Ирине Фарион. Какую роль она играла во всем этом? Я не верю, что власть причастна к ее убийству. Зачем? Она была удобна для них. Ее риторика позволяла манипулировать обществом, разделять людей на своих и чужих, отвлекать от реальных проблем. Но когда ее не стало, правда вышла наружу. Коррупция, которую скрывали за лозунгами о языке и нации, стала видна всем. И эта правда, друзья, оказалась страшной. Национализм, который проповедовала Фарион, был не о единстве, а о разделении. Свои и чужие. Вот как это работало. А за этим разделением скрывалась коррупция. Свои получали доступ к деньгам, к власти, к привилегиям. Чужие, те, кто не вписывался в эту систему, оттеснялись на обочину. И Фарион, возможно, искренне верил в ее миссию, но объективно она служила этой системе. Она была завесой, которая скрывала коррупционную грязь. Когда завеса падает, правда становится очевидной. Как в библейской истории, когда завеса в храме разорвалась сверху донизу, обнажив святая святых. Так и здесь смерть Фарион разорвала завесу лингвофашизма, и мы увидели, что за ней скрывалось. Коррупция, преступление, несправедливость. И это особенно больно осознавать во время войны, когда страна борется за свое существование. Друзья, мы живем в сложное время. Война, экономические трудности, коррупция. Все это испытание для нашей нации. Но я верю, что правда всегда побеждает. Смерть Ирины Фарион стала не просто трагедией, но и моментом прозрения. Она показала нам, что нельзя позволять отвлекать себя пустыми лозунгами. Нельзя делить людей на своих и чужих. Нельзя закрывать глаза на коррупцию, которая разрушает нашу страну. Что делать дальше? Как юрист я призываю каждого из вас быть активным гражданином. Требуйте отмены закона 12414. Требуйте независимости антикоррупционных органов. Требуйте справедливости. И самое главное,
не позволяйте вновь навязать вам ложные повестки. Язык, национальность, культура – это важно, но они не должны становиться инструментом для манипуляций. Настоящая борьба – это борьба за справедливость, за прозрачность, за будущее нашей страны. Спасибо, что провели со мной эти 15 минут. Это был сложный, но важный разговор. Если вы согласны с моими выводами, если вы хотите продолжать бороться за правду, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Вместе мы можем изменить Украину к лучшему. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!